you go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим новые гибридные внутриканальные наушники от компании Juice, совместно выпущенные вместе с обзорщиком Vivir Digital и стоимостью $108. Ну и приходят они в средней по габаритам коробки с приятным оформлением, где на лицевой части имеется изображение наушников и указано название этой модели Fiesta. Но тут уже были указаны технические характеристики этих наушников, и за звук в них отвечает один динамический драйвер диаметром 10 мм и 3 арматурных излучателя, но чувствительность составляет 109 дБ, и они получили сопротивление 32 Ома, и на раскачку эти наушники будут довольно легкие. Ну а теперь давайте лучше рассмотрим комплектацию более подробно. Наушники. Кабель с коннекторами 2-пин и обычным штекером на 3,5 мм джек и микрофоном, и еще один точно такой же кабель, но уже с балансным штекером на 4,4 мм джек. Комплект силиконовых амбушюр и одна пара пенных насадок, инструкция по использованию наушников, небольшой фирменный кейс, сертификат качества, ну и тряпочка для протирки наушников. Эти наушники довольно средние по своим размерам, и они были выполнены из черной смолы с очень ярким оформлением лицевых панелей в оранжево-шоколадной расцветке с серебристыми логотипами. Ну а здесь у них находится стандартный разъем 2-пин для подключения кабеля, рядом с которым располагается единственное отверстие для компенсации, которое хорошо справляется со своей задачей. Но вот здесь у них имеется маркировка канала и находится логотип обзорщика и компании. Ну а звуковод был выполнен из металла, и он имеет длину около 4 мм и диаметр 6 мм, а также получил хорошо выделенный бортик для уже более надежной фиксации амбушюр, и конечно он был прикрыт защитной металлической сеточкой. Ну а сидят эти наушники в моих ушах просто отлично, и каких-либо претензий к посадке или удобству у меня вообще не возникло, поскольку они обеспечивают достаточно плотную и комфортную фиксацию, хорошо держатся в ушах и при этом радуют вполне достойной звукоизоляцией. Ну и отдельно меня очень порадовало наличие сразу двух кабелей в комплекте, поэтому бежать вам за заменой после покупки этих наушников здесь точно не придется, и можно будет просто выбрать тот вариант, который подходит именно вам, и спокойно пользоваться наушниками сразу из коробки. Ну а вот так выглядит график частотной характеристики гибридных наушников Juice Fiesta. И первое, что здесь мы видим сразу, это явное усиление низких частот на 15 дБ с плавным и грамотно выполненным переходом к области нижней середины. А вот усиление в области верхней середины здесь будет выполнено прям ровно на уровне моего таргета. Поэтому эти наушники при длительном прослушивании меня совершенно не утомляют. Но при этом они все же безусловно обладают достаточно насыщенной и в меру энергичной подачей вокала. Да так что при прослушивании музыки скучно вам точно не будет. Ну а вот высокие частоты тут по своей продолжительности, к моему удивлению, очень даже хороши, поскольку они затухают лишь только после 15 кГц, что является крайне хорошим результатом. Ну а теперь давайте обсудим, как все это будет ощущаться уже на практике. Ну и начнем с низких частот, которые в этих наушниках точно порадуют уже самых настоящих басхедов. И бас здесь, поверьте мне, действительно не на шутку серьезный, поскольку он обладает массивным и глубоким саббасом и мощным крайним панчевым мидбасом, который буквально наполняет музыку энергией и драйвом. При этом отдельно мне хочется отметить очень даже хорошую текстурность, атаку и контроль. И несмотря на свое количество, что удивительно, бас тут не ощущается каким-то мутным или гулким, а наоборот он звучит достаточно собрано, быстро и сфокусированно, с плавным и естественным затуханием. Поэтому в итоге мы получаем тот самый правильный аудиофильский, но басхедный характер, где есть и количество, и качество, и просто огромное удовольствие от прослушивания разных музыкальных жанров. Ну а вот серединка тут очень удачно дополняет низкие частоты своей насыщенностью, драйвом и эмоциональностью. При этом она совершенно не звучит как-то сухо
глухо или излишне отстраненно, поскольку здесь присутствует приятное тепло, есть хороший вес нижней середины и присутствует отличная телесность как у вокала, так и у инструментов. И в целом подача на слух получилась очень такой гладкой, комфортной и аналогово-музыкальной, благодаря чему даже длительное прослушивание совершенно не утомляет. И хотя назвать эту середину сверханалитичной я, конечно, не могу, но прозрачности и общей чистоты здесь, поверьте мне, более чем достаточно. Поэтому для получения удовольствия от музыки такая настройка, на мой взгляд, подходит просто отлично. И самое главное, что гармонично сочетается с мощным басовым фундаментом. А вот высокие частоты получились достаточно детальными и даже в какой-то степени неожиданно техничными. И здесь есть как хорошая прозрачность, так и нормальное количество воздуха и достойная проработка всех мелких нюансов записи. Но самое главное, что все это подается здесь без какой-либо утомительной яркости или излишне добавленной светлости. И на мой взгляд, здесь реализована буквально очень плавная и естественная подача, где высокие частоты дают вам всю необходимую информацию, но никогда не пытаются постоянно перетягивать внимание на себя. Поэтому звучание здесь сохраняет комфортный характер, оставаясь при этом достаточно информативным и хорошо сбалансированным. Ну и звуковая сцена получилась достаточно широкой, с хорошей глубиной, нормальной локализацией и вполне уверенным построением планов, благодаря чему звучание воспринимается довольно свободным и открытым, и без ощущения какой-либо зажатости или нехватки пространства, как уже в более темных наушниках. Да, конечно, это не самая сверхграндиозная сцена, что я встречал в этом бюджете, но она очень хорошо соответствует общему характеру этих наушников и позволяет музыке звучать более масштабно, комфортно, ну и самое главное, естественно. При этом инструменты не теряются и сохраняют очень понятное позиционирование, благодаря чему даже более насыщенные оркестровые композиции слушаются очень легко, ну и без какого-либо ощущения перегруженности. Ну и если подводить итог, то Juice Ear Fiesta — это очень крутые, драйвовые и эмоциональные по подаче гибридные наушники с действительно мощным и серьезным басом, насыщенной теплой серединой и достаточно техничными, детальными, высокими частотами. И на мой взгляд, их главная особенность заключается в том, что они умудряются сочетать по-настоящему басхедный характер с хорошим уровнем контроля, прозрачности и технических возможностей, благодаря чему звучат они не только очень эффектно, но и крайне увлекательно. Ну а ссылка на покупку этих наушников будет в описании и закрепленном комментарии под этим видео. С вами, как всегда, был IC Genius, спасибо всем за просмотр и до скорых встреч уже в новых обзорах.